Всем привет! Привет, друзья! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы иногда, часто читаем новости, которые написаны для носителей носителями, чтобы вы лучше понимали русский язык, чтобы вы могли говорить спокойней, свободней, и чтобы вы лучше понимали тексты для носителей. И сегодня я вас поздравляю с праздником, я вас поздравляю с Днем Победы. И сегодня я хочу прочитать воспоминания, как встречали этот день, День Победы в России, ну, а точнее в Москве. Мы увидим архивные фотографии, и мы послушаем запись, когда людям сказали, объявили, что война закончена. И это будет не только чтение статьи, это будет еще погружение в историю. Я всех вас поздравляю с этим праздником еще раз и желаю всем мирного неба над головой. Не забудьте скачать PDF к этому видео, чтобы повторить все интересные слова и прочитать статью заново. И давайте начнем. Итак, надеюсь, все видно. Надеюсь, все видно хорошо. Итак, самая главная новость. Как Москва узнала о победе в 1945 году. Это совсем небольшая статья. Я взяла части из статьи, ссылка есть в описании, вы можете посмотреть полностью статью, целую статью. А сейчас давайте сначала я ее прочитаю от начала до конца, чтобы вы посмотрели, сколько вы понимаете сейчас. Потом мы разберем все интересные слова и интересный контекст, и я вам буду включать, показывать, мы будем смотреть архивные записи. Ну что, давайте начнем. Самая главная новость. Как Москва узнала о победе в 1945 году. Это улица Горького в День Победы, 9 мая, 45 год. Как город, переживший войну, встречал День Победы, рассказывают архивные материалы, фотографии и свидетельства очевидцев. Весной 1945 года Москва постепенно возвращалась к мирной жизни, и город заметно преображался. Все жили в ожидании конца войны, понимая, что новость об этом должна прийти совсем скоро. Был такой порядок. Когда брали какой-то город, то после этого был салют, и после салюта был концерт. Все время шли приказы, а после приказов шел салютный концерт. Но надо сказать, что обстановка эта создалась не только 8 числа, она началась с конца апреля. Это было постоянное нарастание. Причем, вы знаете, казалось, что воздух раскален. У нас в дикторской не смолкал телефон. Без конца звонили и спрашивали, когда будет важное сообщение. Рассказывала о своей работе диктор Всесоюзного радио Ольга Высоцкая. Ключевой момент. Тем временем в пригородном районе Берлина Карлсхорсте десятки журналистов со всех концов света ждали исторического события. Здесь в ночь с 8 на 9 мая подписывали акт о капитуляции Германии. О том, как это происходило, можно узнать, что называется, из первых уст, благодаря уникальным материалам из фондов Главархива Москвы. В нем хранятся записи репортажа ленинградского корреспондента Лазаря Маграчева. Он был в здании офицерского клуба бывшего военно-инженерного училища, офицерского училища саперов Вермахта, где проходило подписание акта. В зал входит маршал Советского Союза Жуков, главный маршал британской авиации сэр Артур Теддер, генерал Спац, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, генерал де Латр де Тассиньи, члены советской, американской, английской и французской делегаций,
рассказывал Лазарь Маграчев в репортаже. Он старался передать все подробности. Кейтель разворачивает папку с документами, вставляет монокль в глаз, берет перо и собирается подписать акт. Маршал Жуков его останавливает. Маршал Жуков показывает рукой, куда надо пойти фельдмаршалу. Кейтель встает, потом подходит к столу, садится, берет ручку, подписывает. Первый экземпляр, второй, третий. Фельдмаршал Кейтель встает, обводит взглядом зал. Ему нечего сказать, он ничего и не ждет. Он идет к своему месту за столом немецкой делегации. Все это происходит молча, без слов. Слов уже не надо. Все нужные слова сказали Красная Армия и армии наших союзников. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. Больше от гитлеровцев ничего не требуется. После документ подписывают Георгий Жуков, Артур Теддер и свидетели, генералы Спац и Делатер де Тассиньи. Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил подписан 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени, 8 мая 1945 года в 22:43 по местному. В полночь, когда должен был закончиться сеанс радиовещания, москвичам объявили, что в ближайшее время будет передано важное правительственное сообщение. Вечером мы несколько раз объявляли, что сегодня радио будет работать в виде исключения до 4 часов утра. Эту, казалось бы, простую информацию мы старались читать так, чтобы люди поняли. Спать не ложитесь, ждите. И сразу новый поток телефонных звонков. Знакомые и незнакомые, уже счастливые голоса кричали в трубку. «Спасибо, намек поняли. Накрываем столы. Молодцы». Вспоминал об этом диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. На протяжении всей войны он зачитывал приказы Верховного Главнокомандующего, важные правительственные сообщения и сводки Совинформбюро. Именно Левитана стали называть голосом победы и голосом эпохи. Так, ну здесь мы послушаем потом. Ну все. И это, собственно, уже салют на Красной площади в День Победы, 9 мая 1945 года. Так это выглядело. Ну что, сейчас давайте начнем читать с самого начала и постараемся разобрать все новые интересные слова, и я вам дам еще больше контекста, еще больше интересных сведений. Итак, например, самая главная новость, как Москва узнала о победе. Вообще, слово «победа» пишется с маленькой буквы, как обычно, «победа». Но если мы говорим про победу 1945 года, то этот праздник, День Победы, пишется с заглавной буквы, с большой буквы. Потому что это не обычная победа, это победа в Великой Отечественной войне. И да, у нас есть два разных термина, два разных названия. Первое. Почему так все медленно у меня сегодня работает? Я не понимаю. Ладно. И да, у нас есть два разных названия. Есть два разных термина. Это Вторая мировая война и Великая Отечественная война. Слово «отечество». Ой, давайте я не буду писать, потому что у меня компьютер какой-то сегодня очень-очень медленный. Поэтому вся информация будет в PDF-файле. Просто скачайте PDF-файл, и там будут все эти слова. Великая Отечественная война. Отечество. Что такое отечество? В слове «отечество» есть корень «отец». Отец значит папа. И отечество — это страна, твоя отчизна, другое тоже слово, это твоя родина, это твоя страна. Страна твоих предков, страна твоих родителей, страна твоего рода. Отечество. Значит, Великая война за свою страну. Великая война за свою страну. Конечно, мы знаем, что такое Вторая мировая война. Но период Второй мировой войны больше, чем
Великая Отечественная война. И Вторая мировая война закончилась еще потом, закончилась после 9 мая официально и началась тоже раньше. Великая Отечественная война началась в 1941, когда фашистские войска вторглись в Советский Союз и закончилась вот 9 мая или 8 мая. Как город, переживший войну, пережить. Вот такое хорошее слово пережить. Жить, корень, вы знаете. И префикс пережить от начала до конца. Жить и выжить, когда есть какие-то очень сложные жизненные обстоятельства. То есть они пережили войну. Была война, но они смогли дожить до конца этой войны, от начала до конца. И даже дольше. Другое значение слова «пережить» — это значит жить дольше, чем что-то или чем кто-то. Есть другое хорошее слово, которое я тоже запишу, или не запишу. Переживать. И слово «переживать» обозначает волноваться. Например, у вас экзамен, и вы очень волнуетесь, вы переживаете. Вы плохо сдадите, хорошо сдадите, как все пройдет. И, например, ваши родители тоже переживают о вас. Как вы сдадите экзамен, они тоже волнуются, они тоже думают. Или я, например, переживаю. Будет у меня работать компьютер сейчас нормально, и смогу я нормально записать это видео или нет? Переживать, волноваться. Так вот, как город, который пережил войну, который дожил до конца войны, встречал День Победы. Конечно, это не только один город, не только Москва, но просто это статья из «Московской газеты», и логично, что они пишут про свой город. Рассказывают архивные материалы, фотографии и свидетельства очевидцев. Очевидцы, очевидцы — это очень хорошее слово. У нас есть два корня. Мгм. Ну, во-первых, мы уже брали это слово уже было много-много веков назад. На Руси глаза называли очами. По-моему, так до сих пор говорят, а, в украинском говорят, в польском, по-моему, в белорусском, если я не ошибаюсь. Может быть, в других славянских языках тоже говорят очи. Но в русском языке мы говорим глаза. И вот это слово очевидцы — это люди, которые своими глазами видели что-то. Свидетельства очевидцев — это их рассказы, их истории, свидетельства. Еще другое значение у слова «свидетельство» — это, доказательство, и это есть такой тип документов. Например, свидетельство о рождении. И в моем прошлом видео я говорила, что почему кому-то нужно мое свидетельство о рождении. То, что я есть, это уже доказательство, это уже свидетельство того, что я когда-то родилась. Так вот, весной 1945 года Москва постепенно, шаг за шагом, медленно, постепенно возвращалась к мирной жизни. Мирная жизнь — это жизнь, когда мир. Ну, очевидно, мирная жизнь. И город заметно преображался. Преображался — другое значение, синоним — изменяться, улучшаться, становиться лучше. При этом это слово скорее такое магическое, волшебное слово, потому что он становился лучше вот одним движением руки. С каждым днем было видно, что все расцветало. Например, была зима, наступила весна, и весь город преобразился. Еще вчера город был серый, холодный, а уже сегодня зеленые деревья и солнце светит. Город преобразился за один день. Может преобразиться человек. Например, у вас был друг, и этот друг был очень скромный, он стеснялся, не знал, как говорить. Потом
вы видите, и он уже душа компании, он уже со всеми разговаривает, очень открытый человек. То есть он преобразился, он изменился очень быстро. Заметно. Значит, это можно заметить. Очень видно, что Москва возвращалась к мирной жизни и преображалась, заметно преобразилась. Все люди, жители, жили в ожидании конца войны. То есть все ждали в ожидании, понимая, что новость об этом должна прийти совсем скоро. Да, новости у нас приходят. Здесь тоже мы используем этот глагол движения приходить. Новости у нас приходят. И мгм, был такой порядок. Когда брали какой-то город, после этого был салют. И после салюта был концерт. Брать. Например, в свои руки. Вот я, например, беру беру блокнот в свои руки. И если мы говорим про военное дело, то брать — это, ну, захватывать. Когда мы говорим про, например, эти события, про Вторую мировую войну, то значит, что советские войска или войска союзников, они занимали, освобождали какой-то город. Вот, когда брали какой-то город, то после этого был салют, фейерверк, а после салюта был концерт. Во время все время шли приказы, а после приказов шел салютный концерт. Приказ — это официальная информация, чтобы что-то сделать или что-то рассказать. Здесь, например, были приказы, все время шли приказы, например, не знаю даже, какие были здесь приказы, например, об освобождении города или об объявлении какого-то города свободным, не знаю. Но надо сказать, что обстановка, эта атмосфера, обстановка, это создалась не только 8 числа. Она началась с конца апреля. Это было постоянное нарастание, значит, регулярное нарастание вверх, что вот эта атмосфера, она все шла ровно вверх. Причем, вы знаете, казалось, что воздух раскален. Раскаленный, очень-очень горячий. Железо, металл. Когда очень высокая температура, мы говорим раскаленное железо. Железо, которое уже красное, белое, потому что очень горячее. И воздух тоже был раскален. Уже все были напряженные. У нас в дикторской не смолкал телефон. В их, не знаю, как это назвать, не офис, но в их дикторской. В студии, вот, в их студии, где сидят дикторы, не смолкал телефон. Телефон не мог молчать. Да, без конца звонили и спрашивали, когда будет важное сообщение. И рассказывала о своей работе диктор Всесоюзного радио Ольга Высоцкая. Ключевой момент, самый важный момент. Кстати, ключ, чем вы открываете дверь? И в английском языке это аналогично. Key moment. Главный момент. Тем временем, по-другому можно сказать, в это время в пригородном районе Берлина Карлхорсте десятки журналистов со всех концов света, то есть со всех концов мира, ждали исторического события. Здесь в ночь с 8 по 9 мая подписывали акт о капитуляции Германии. Вот эта подпись, то, что вы пишете на документах, ваша фамилия — это подпись, ваша подпись, автограф. А когда вы оставляете свою подпись, это значит, вы подписываете. И здесь они подписывали акт о капитуляции Германии. Я нашла этот документ на русском языке. Я его добавлю в свой телеграм-канал, чтобы вы могли порассматривать этот исторический документ. Ну, вы знаете, я люблю такие архивные штуки. Ссылка тоже в описании. О том, как происходило подписание, можно узнать, что называется, то есть, что называется это выражение. Это выражение. Мне кажется, так все медленно. Не знаю, надеюсь, все будет нормально. Что называется, то есть, как говорится, из первых уст.
Мы уже говорили про слово «очи», глаза. Другое, устаревшее слово, архаизм, другой архаизм — это уста. Уста — это рот, губы. Можно узнать из первых уст, услышать из первых уст, узнать из первых уст. То есть когда вам сказали информацию, э, очевидцы, благодаря уникальным материалам. Благодаря. У нас есть другое слово «из-за», и они синонимичны, но есть небольшая разница. «Из-за» обычно говорят для нейтральных причин или негативных. Например, я не пошел в школу из-за дождя. Был дождь, и я не пошел. Не пошел почему? Потому что был дождь, из-за дождя. И благодаря — это положительное условие. Например, благодаря моей компании мы смогли организовать эту поездку. Мы смогли организовать эту поездку. Почему? Потому что нам помогла компания. Значит, благодаря компании. Спасибо этой компании, что они нам помогли. Да, и по-другому, кстати, вместо слова «спасибо», если вам что-то делают хорошее, можно сказать не «спасибо», можно сказать «благодарю». Так вот, хорошо. Из первых уст благодаря уникальным материалам из фондов Главархива Москвы. Супер. В нем хранятся записи репортажа ленинградского корреспондента Лазаря Маргачева. Надеюсь, я правильно говорю фамилию. Ленинградский корреспондент. Что такое ленинградский? Ну, наверное, вы знаете, что город Санкт-Петербург раньше назывался Ленинград. Точнее, он назывался Санкт-Петербург. Потом, во времена Советского Союза, его переименовали, ему дали другое имя Ленинград. Ну, я думаю, вы понимаете, в честь кого? В честь Ленина. А потом вернули название Санкт-Петербург. Записи репортажа ленинградского корреспондента Лазаря Маграчева. Кстати, если вы не слышали, у меня есть вебинар по крылатым фразам из Советского Союза. И там мы говорим и про Ленина, и про Сталина, и вообще про всех, про их ключевые культовые фразы и как носители их используют до сих пор. Поэтому ссылка в описании. Этот корреспондент, журналист, был в здании офицерского клуба бывшего военно-инженерного училища. Училище — это колледж. Есть школа, потом есть следующая ступень. То есть это не университет, но училище, профессиональное училище-колледж. Офицерского училища саперов Вермахта, где проходило подписание акта. В зал входит маршал Советского Союза Жуков, главный маршал британской авиации сэр Артур Теддер, генерал Спац, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, генерал де Латтр де Тассиньи, члены советской, американской, английской и французской делегаций. Он, журналист, старался передать все подробности. Пытаться сделать лучшим способом. Ну, например, сидит бедный ребеночек и что-то рисует, и вот видно, что он старается, он хочет, чтобы было хорошо. Стараться — это пытаться сделать очень-очень хорошо. Он старался передать все подробности, все детали. Кейтель разворачивает папку с документами, вставляет монокль в глаз, берет перо и собирается подписать акт. То есть он собирается, он хочет подписать акт, он уже планирует подписать акт. Маршал Жуков его останавливает. Маршал Жуков показывает рукой, куда надо пойти фельдмаршалу. Кейтель встает, потом подходит к столу, садится, берет ручку, подписывает. Первый экземпляр, второй, третий. Фельдмаршал Кейтель встает, обводит взглядом зал. То есть он, по-другому можно сказать, осматривает зал, обводит взглядом. Взгляд, я смотрю, и обвести взглядом комнату или обвести взглядом что-нибудь, значит, посмотреть полностью. Обводит взглядом зал. Ему нечего сказать. Он ничего и не ждет. Он идет к своему месту за столом немецкой делегации. У него нет слов. Все, у него нет слов. Ну, а зачем? Все это происходит молча, без слов. Все молчат, происходит молча.
Слов уже не надо. Все нужные слова сказали Красная Армия и армии наших союзников. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. Больше от гитлеровцев ничего не требуется. Безусловная, больше никаких условий, полная, от начала до конца. Безоговорочная, то есть которую нельзя больше обсуждать. Больше не может быть никаких обсуждений. Тут уже нечего сказать. То есть безоговорочная. То есть другая сторона уже не может ничего сказать. И да, больше от них ничего не требуется. То есть они подписали бумагу и все. После документ подписывают Георгий Жуков, Артур Теддер, свидетели, генералы Спац и де Латер де Тассиньи. Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил подписан 9 мая 1945 года, 00:43 по московскому времени, или 8 мая 1945 в 22:43 по местному времени. Мы уже говорили, местное время — это время, которое было в этом месте, в, в это время. И мы говорили, помните, что когда вы смотрите билеты на самолет, то там пишут всегда время вылета самолета и время прилета по местному времени. И вот эта фотография. Я не знаю, кто эти люди сзади, но я знаю, что это маршал Жуков, генерал-маршал Советской армии. И если у вас когда-то был вопрос, почему в Советском Союзе и в постсоветских странах День Победы празднуют 9 мая, а, например, в европейских странах США 8 мая, вот поэтому. Потому что акт о капитуляции Германии был подписан в разные даты, получается. И еще один нюанс, который я хотела сказать. Германский и немецкий. Здесь какая разница? Все, что относится к народу, язык, немецкий язык, традиции, немецкие традиции, какие-нибудь традиционная кухня, немецкая кухня и так далее. Немцы, народ. Все, что относится к народу, к немцам, это немецкое. Если мы говорим про государство, то можно говорить германский. Германский парламент, например, германская конституция. Аналогично Латвия, страна Латвия. Все, что связано с народом, латыши, это латышский язык, традиции и так далее. Это все латышское. Но если мы говорим про государство, то оно становится латвийское. Например, латвийский паспорт. С Россией аналогичная ситуация. Я думаю, вы это знаете. Паспорт российский, российское государство, российская конституция и так далее. Русский — это то, что связано с народом. Русский язык, традиции, русская кухня, например. Мы говорили с моим студентом из Германии, и он рассказывал, что сейчас он заметил, что в немецких медиа тоже начали использовать такую разницу, российский и русский. В полночь, когда должен был закончиться сеанс радиовещания, то есть обычно радио работало до полуночи, и в полночь переставало работать, и снова начинало работать утром. И здесь, в полночь, когда должен был закончиться сеанс радиовещания, он должен был закончиться, но не закончился. Москвичам объявили, что в ближайшее время будет передано важное правительственное сообщение. Слово «дать» один человек дает другому. Вот я, например, говорю: дай мне коробку, а другой говорит: держи. Я говорю: все, спасибо, беру. Но это тоже хорошее, интересное слово — передать. Можно передать не только предметы, не только что-то физическое, но еще слова, новости. Например, вы звоните своему другу, но его нет дома, и трубку берет другой человек. Например, не знаю, кто-то из домашних. И вы говорите: здравствуйте, передайте, пожалуйста, Пете, что я звонил. Или у вас есть друзья, семейная пара, муж и жена. И вы, например, встретились с одним из них, и вы говорите: передай привет от меня, передай привет своей жене.
от меня. И здесь москвичам объявили, что в ближайшее, самое близкое время будет передано важное сообщение. Вечером мы несколько раз объявили, что сегодня радио будет работать в виде исключения до 4 часов утра. Как исключение. Есть правила, а у правил есть исключения. Эту, казалось бы, простую информацию мы старались читать так, они дикторы, и они читают новости. Дикторы читают текст, читают новости. И они старались, очень пытались, чтобы люди поняли, спать не ложитесь, ждите. И сразу новый поток телефонных звонков. Знакомые и незнакомые, уже счастливые голоса кричали в трубку: «Спасибо, намек поняли». Вот, намек это, вы поняли, намек. Намек поняли, накрываем столы, молодцы. Накрыть стол — это такое выражение, когда люди собираются праздновать. Потому что, когда вы что-то празднуете, вы приглашаете друзей, вы готовите стол, вы готовите еду. Вот этот процесс, когда на стол вы ставите еду, когда вы готовите еду, называется накрыть стол. У меня так все медленно работает, кошмар. То есть люди пошли готовиться, накрыть на стол. Вспоминал об этом диктор Всесоюзного радио Левитан. На протяжении всей войны он зачитывал приказы Верховного Главнокомандующего. Верховный Главнокомандующий — это был Сталин. Важные правительственные сообщения и сводки Совинформбюро, Советского информационного бюро. И именно Левитана стали называть голосом победы и голосом эпохи. Сейчас я вам включу эту запись, и я надеюсь, что вы проникнетесь этим чувством победы. Я всех вас поздравляю с этим праздником. Я всем желаю мира, мирного неба над головой. Приглашаю вас, как обычно, в свой телеграм-канал. Скачивайте PDF и до скорой встречи. Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.